И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии у нас с вами была поднята довольно-таки взрослая и сложная тема, да, в конце. Это погребение члена вот этого сообщества, да, либо по законам, либо по последнему желанию, да. Очень интересная тема, на самом деле. Мне нравится, когда подобные темы поднимаются в играх, они заставляют задуматься, да, о том, как бы ты поступил на месте персонажа из игры. Я вообще стараюсь, конечно, свои решения все в играх принимать, исходя из того, как бы сделал я на месте героя. Так, поместье Муха или Змеиный Венец? Давайте Змеиный Венец. Вот. Но, кстати, интересно, вот, ребята, а как чаще всего играете вы? Отыгрываете ли вы персонажа как себя, либо же наоборот принимаете какую-то роль того, кем вы хотели быть, да, не знаю, там, или же какие-то, возможно, там темные стороны у вас проявляются в отыгрывании персонажей. Я вот часто замечаю, например, что люди любят играть за злых персонажей, да. Интересно будет услышать, расскажите в комментариях. Говоришь, лампа ловит для тебя души, а скажешь, каким образом? Вера может многое, Серафен. Если добавить немного меди и адры, обычная лампа может творить чудеса. Но ведь это же инструмент аниманта? Возможно, но я не анимант, это точно. Я не пытаюсь изображать Бога, я только служу одному из них. Так, давайте посмотрим. Значит, поместье госпожи Эспера мы пытались зайти, поместье Мухай мы были. Мы не были в поместье Такана, ну и во дворце, соответственно. Ну что ж, давайте сначала сходим в поместье Такана. Я специально, ребят, не включаю ускоренный режим, особенно когда мы на каких-то новых локациях, чтобы вы и я успели рассмотреть красоты, да, потому что дизайн уровней все-таки великолепный. То есть можно при таком движении рассмотреть, в принципе, каждую мелочь. Посмотрите, даже здесь вот листочки от ветра колышутся, да, потому что под мостом, скорее всего, ветер. Ну и вообще везде, в принципе. Так, поместье Такана. Вообще, ребят, знакомое имя. По-моему, это тот персонаж, у которого нам нужно было то ли корнет украсть, то ли что-то такое. Ну, точно он уже встречался в этой игре. Может быть, это, правда, из первой части. Смотрите, тут прям какая-то тренировочная комната. Вот Такана стоит. Матару друид. Давайте с ним поговорим. Он вообще ничего не отвечает. Так. Сложность замка 5. Требуется отмычек 3. Фигурка акулы в прыжке, вырезанная из цельного куска дерева. Вы видите следы аккуратной починки на поверхности этого боевого рока. Здесь подвешен широкий меч, под которым красуется подпись «За отвагу в бою». Значит, это был уважаемый человек наш Такана или есть? Так, а тут, смотрите, никого нет. Полиэкс, боевой топор, одежда Матару и ключ Такана. Заберем. Нас же никто не видит. Смотрите-ка. Воровская припарка. Это сюда пойдет. Отпереть с помощью ключ Такану. Отлично. Так, ну что ж, тогда нам нужно сейчас это сделать как-то осторожно и так, чтобы никто ничего не заметил. Матару маг стихий. Чего ты там стоишь? Уходи. Матару маг стихий. Так, правильно, уходи. О, сейчас они уйдут, кажется. Отлично.
Плащ Уана, корнет волн и медный айлд. Так, замечательно. Нас даже вроде бы не заметили. Такана, давайте с ним поговорим. Старик Матару стоит, окруженный юными Уана, видимо послушниками или учениками. Одежды старика расшиты блестящим бисером, а запах его духов можно почувствовать из другого конца комнаты. Но вся эта разукрашенность не может скрыть, наверное, того, что когда-то он был воином. Сейчас его давно не знавшие упражнения мышцы одряхлели и обвисли, тело стало заплывать жиром. Старик поднимает глаза и замечает вас. «Приветствую и добро пожаловать в мой дом!» Он жестом указывает вам на богато обставленное помещение и еще немного выпячивает широкую грудь. «Чего ты ищешь на моей вилле?» Приветливо улыбаясь, он широко расставляет руки. Алот. Реторн, он так всегда делать будет? Такана продолжает ухмыляться, не обращая внимания на раздражение Алота. Прочитать душу Такана. Ваша аура покидает тело, и душа Такана обволакивает вас, подобно чему-то теплому и масляному. Впитывайте все его страхи и заботы и смотрите на мир его глазами. Сперва вы волновались, что это за люди слугов, не подослали ли его валианские сборщики долгов. С них станется воспользоваться вашим легендарным гостеприимством. Подлый трюк, но валианцы известные мошенники. Может быть, будь ваша вилла побольше, они бы сразу поняли, с каким уважением к вам нужно относиться. Ну, по крайней мере, у вас есть раковина. Вы спрятали ее, не только для надежности, но и потому, что немного стыдились ее. Как такая простая неказистая штука может быть священной реликвией богини? Но раковина – подарок от королевы, так что вы храните ее. Ваш взгляд падает на стену. Да, хорошо бы снести эту секцию и поставить здесь большое светлое окно, когда у вас появятся деньги. Вы покидаете душу Такана и видите, как он смотрит на вас со спокойной улыбкой. До свидания. Можно только прочитать душу и даже поговорить с ним ни о чем. Ну ладно. Да, о, смотрите, давайте походим. Тут вот еще какая-то комнатка, это кухня, видимо. Это очаг не горит. Конечно, можно попытаться воровать все здесь. В принципе, я даже, возможно, попробую сейчас. Боевой цеп хорошего качества, бронзовый хлам. Нас не успели заметить. Так, что-то вот. Здесь вот это еще осталось, получается. Мантия. Ну, мантию, ладно, заберем. Короче, Такана сегодня не повезло, что мы зашли в его дом. Бригандинская стража. Бригандина стражи Уаны, наверное. Стрелянный фильм. Так, ну вроде бы все. Ну ладно. Там на кухне еще что-то было, но мы не будем брать. Такс. Ай-яй-яй, Серафен, какой ты нехороший герой. Зачем ты крадешь все в особняках? Так. Ну что ж, все получается во дворец, ребят. Постой, ты можешь пройти во дворец и святилище, но я должен предупредить тебя.
Королева встречается со змеями из торговых компаний. Смотри, чтобы тебя не укусили. У меня важное сведения для королевы. Она в тронном зале. Ступай через дверь за моей спиной и скажи стражникам, зачем пришел. А вот услышит ли тебя королева за руганью своих гостей – другой вопрос. Стражник жестом показывает вам на дверь, давая понять, что не задерживает. Смотрите, какое красивое. Вот и королева. Ниро Канта Ничеза. Как бы ни был я польщен уверенностью достопочтенной Хазануи, я все же должен спросить, как именно мои люди могли уничтожить целую колонию за одну ночь? Варианский сановник устремляет через проход испепеляющий взгляд. Женщина средних лет с квадратной челюстью и испачканными смолой зубами спокойно выдерживает его. Хазануи Кару. Это ты нам должен рассказать. Не случайно именно твой аванпост в Порт-Маже пережил недавнюю бурю. Она достает из кармана тонкую курительную трубку, но служители королевы строго смотрят на нее, и она убирает трубку в карман. Ты так говоришь, будто я умею управлять приливами. Раз уж ты ловишь подозреваемых широкой сетью, почему бы не взглянуть на наших союзников Каханга? Мы не обладаем их талантами в области заклинания воды. Массивная Омууа, стоящая у трона, делает решительный шаг вперед и глядит на сановников, яростно раздувая ноздри. В зале становится тихо. Сдается мне, наш гость слегка забылся. Принц Аруйхи. Он прокашливается и переводит взгляд с Нира на остальных собравшихся. Королева Анеказа II. Брат, успокойся. До сих пор королева наблюдала за происходящим с непроницаемым выражением лица. Теперь же она приподнимается со своего трона, глядя на принца Арухи. Ты ошибаешься, принимая мой тронный зал за арену для поединков. Я говорю, это нас недостойны. Арухи опускает голову, а королева медленно переводит взгляд на вас и уже не отводит глаз. Неожиданный гость в трудные времена. Ты же здесь не для того, чтобы провозгласить доброе знамение, верно? Губы Анеказы не двигаются, но ее голос звучит в вашей голове, словно воспоминание, затаившееся среди мыслей. Кивнуть Анеказе. Позволь мне заранее извиниться за то, что бросаю тебя на растязание волкам. Она оборачивается к вельможам, но вы продолжаете чувствовать на себе ее внимание. Вот он, хранитель, осененный благословением Тангалоа. Думаю, что вскоре мы получим ответы на вопросы об Асонго. Голос королевы заполняет просторный тронный зал, а потом устанавливается тишина, и заполнять ее вам. Я здесь, чтобы предупредить королеву. Как любезно с твоей стороны сообщить об этом в зале, полном разжигателей войны и заговорщиков. Уголки ее губ поднимаются в понимающей улыбке. Трон внимательно слушает тебя. Говори, подается вперед Анеказа. Я его знаю. Он пугал своими фокусами матросов на причале королевы. Бедняги лет на 10 постарели от ужаса. Анеказа поднимает руку, приказывая всем замолчать, и смотрит на брата. Тот подходит, и они обмениваются несколькими словами, которых никто не слышит. Затем королева вновь поднимает взгляд на вас. Мы собрались здесь, чтобы обсудить катастрофу в Асонго, одной из араватайских колоний. Хранитель, мы слушаем тебя. Она поднимает раскрытую ладонь и ждет. Порт-Маже пострадал точно так же, когда через него прошел Иотас. Хазануи Кару. Она фыркает. Что это за моряцкие байки?
Эдер, для того, что происходит, нет разумного объяснения. Если ждать, пока оно появится, будет слишком поздно. Это должно быть работа на пашнях восточных земель сводит людей с ума. Ты несешь такой же бред, как сновидцы утренней звезды. Она глядит на Эдера, как на полностью взбесившуюся, но забавную зверушку. А разве до тебя не доходили слухи, Кару? Адровый гигант шагает через море. Моряцкие байки, да, но на этот раз правдивые. Нира скрещивает руки, чувствуя себя явно неуютно. Как получилось, что хранитель с другого конца света все время оказывается втянут в эти происшествия? Пожалуйста, объясни двору. Пока я Атас в пути, всем грозит опасность. Я должен что-то сделать. Мертвая тишина повисает в зале. Придворные и посланники переглядываются, словно пытаясь понять, кому первым смеяться. Впрочем, строгий взгляд королевы Анеказы заставляет всех потупить глаза. А Лот одобрительно хмыкает. Отыскать Бога, исполинского словно гора, да с таким поручением даже подслеповатый рыбак справится. Мои жрецы с ног собьются, пытаясь разгадать его божественный план. Хранитель, сможешь ли ты избавить нас от лишних хлопот и поведать, для чего он явился на архипелаг Мертвого Огня? Да, я собираюсь использовать адровые столпы, чтобы отыскать Атаса и дать ему бой. Какая находчивость! На этих островах сияющие адры достаточно, чтобы обеспечить экономику целой страны. Она бросает взгляд в сторону мира. Думаю, план действий понятен. Мы отправим хранителя в Асонгу. Анеказа разводит руки, уверенная в своем решении. Отправляйся на запад от Никитаки. Я бы посоветовала тебе смотреть в оба и ждать, когда появится маяк, но бог света, похоже, не любит соперников. Ты что-то хочешь добавить, Хазунуи? По твоему лицу я вижу, что ты хочешь высказаться. Она считает, что я всегда готова выслушать ее мнение. Взгляд Анеказы на мгновение падает на вас. Только то, что Асонгу — аванпост Роатай. Хранитель поступит мудро, если возьмет с собой кого-нибудь из наших. Она поворачивается к другой женщине, стоящей рядом. «Госпожа», — говорит Майя. Крепкая женщина Умоо остается по стойке смирно. Ее нахмуренные брови придают суровости, а в остальном мягким чертам лица. У ног женщины без всякого страха чистит перья разноцветная птица. Майя — опытная морячка и отличный стрелок. Пожалуй, лучший в латунной цитадели. Она заглядывает вам в глаза и медленно кланяется. Кто бы ни пытался подкрасться к тебе, она заметит врага первой. Майя, если нам с Ишизой это позволит освободиться от дипломатической работы, то я готова отправиться в плавание даже с пьяным скульдром у руля. Майя согласно вздыхает и ласково подталкивает птицу носком обуви. Ач, Парфито, ты намереваешься просто пристрелить Атаса? Сэр Поледжинов пойдет с хранителем. Покажи ему, как решаются дела в республиках. Нира легко взмахивает рукой. Стражник вежливо покашливает. Ваше превосходительство, Поледжина Месрей находится в изгнании, но ее видели на причале королевы. Я могу приказать, чтобы она явилась в штаб. Нира бросает на стражника один суровый взгляд и резко взмахивает рукой, и тот тут же замолкает. Королева Анеказа, знаешь, что ты вовсе не обязан брать кого-то в свою команду. Решать тебе. Так, я возьму Майю, или же нет, спасибо, спутники меня будут только замедлять. То есть варианта взять Поледжину нет. Ну что ж, я возьму Майю. Ружье в путешествии всегда пригодится. Только скажи, я отстрелю зеленому мальчишке кончик носа. Ишиза поднимает голову на Майю и что-то согласно курлычет. Серафен прикрывает глаза и кивает. Ты совершаешь ошибку, хранитель. В такие времена нет ничего ценнее, чем поддержка надежных союзников. В смысле, какую ошибку? Да, итог решений, принятых в Pillars of Eternity 1. Наверное, ребята, это потому, что мы квест Поледжины не сделали в первой части. Это, конечно, жестоко. Но, видимо, в этом все дело. Не знаю. Даже не хочу знать. Без спойлеров, пожалуйста. Успокойся, Нира. Уверена, рано или поздно ты как-нибудь сможешь заслать туда своих шпионов. У нее на губах играет ленивая полуулыбка. Надеюсь, хранитель, мы еще свидимся в латунной цитадели. Нам найдется, что обсудить, когда обстановка будет более дружелюбной. Она бросает короткий взгляд на Ниру.
Полагаю, мы здесь закончили. Аруйхи. Королева Неказа поднимается с трона, и ее охранники тут же вытягиваются в струнку. Но разве мы не популярны? Береги себя, Васонга. Архипелаг Мертвого Огня был переполнен и до того, как к нам ворвался Эотас. А Неказа кивает вам и поднимается с трона. Союзники всегда стараются извлечь максимальную выгоду из общения с тобой. Советую держать ухо востро. А Неказа откашливается и вводит помещение взглядом. Принц Аруйхи. Думаю, нашим гостям пора отправиться зализывать свои раны куда-то еще. Быстрым мановением руки, которое, впрочем, ни с чем не перепутать, он отсылает чужеземных посланников. Так, ну майя, как мы знаем, мультиклассами мы не пользуемся, поэтому мы используем следопытом. Пока так. И, кстати, да, ребят, я не уверен, что я когда-нибудь сменю вот эту вот группу. Вот. Вы знаете почему? Потому что, если вы смотрели предыдущие мои прохождения, то знаете, что я очень привязываюсь именно к первым персонажам, которых встречаю по ходу игры. Вот, и потом их редко меняю. Так, у нас появилось задание «Свет вдали». Так, это нам нужно к Асонга идти. Хорошо. Также у нас появилось задание «Латунная империя». И, видимо, за республики. Да, за республики. Хорошо. Я кремил останки Мухая, ее друг был... А, кстати, по поводу этого, да? Мы же там говорили, что вроде потеряли репутацию. Так, Принчипи минус 5, Никитака 0, Глотка 1, Уана 0. Так, смотрите, вроде все хорошо. Варианская торговая компания даже. Интересно, сколько же здесь будут ли здесь добавляться еще персонажи или нет? Интересно. Ну ладно. Так, как помните, нам нужно поговорить по квесту с принцем Аруйхи. Давайте сначала осмотрим зал. Дверь заперта с помощью неизвестного механизма и не поддается под пальцами. Матару придворный. Так, а туда как-то можно попасть, в соседнее место? Не часто увидишь одного из вас так далеко на севере. Вокруг коралловой скульптуры изящными кольцами разбегается вода. Да, и даже, смотрите, даже блики есть, очень красиво смотрится это все, конечно. Вот сюда мы можем пройти. Птицы в клетках непрерывно кричат, пищат и щебечут. А тэпы некие тут есть еще. Так, что-то там было написано. Уанское изображение Хайли выглядит устрашающе. Раковина пусть и примитивная, зато чистая и надежная. Смотрите. Противоядие, стручки рахи, восхождение сайферов Ра. Кто-то останавливался здесь, чтобы перекусить на скорую руку. Так, ну дворец Каханга, верхний этаж, это скорее всего туда же, куда ведут ступеньки сверху. Ладно, с Атепом мы говорить не будем. Давайте пройдемся во второе крыло, там какие-то статуи стояли, помните? Гранис Инграр. Сильный альянс пойдет на пользу обеим сторонам. Или ты хочешь, чтобы Раватай нас всех поглотили? Макама Светоч, возлюбленная дитя Нгати. Панаму презренная птица, величайший из исследователей. Хемунга Макапу, заступник своего народа. Деждекуару, всякие вещи. Так, еще здесь Гранис Инграр какой-то есть. Ну, тоже с ним пока не будем говорить. Ладно, давайте вернемся. Поговорим с принцем. И сегодня у нас прием у королевской семьи, наверное, скажем так. Твое прибытие — это уже доброе знамение.
Принц кивает и скрещивает на груди руки с самодовольной улыбкой на устах. Ничего же. Ты пришел в тот самый момент, когда наши соперники грызутся и готовы вцепиться друг другу в глотки. Не нужно быть жрецом, чтобы понять. Боги послали к нам чужеземца, чтобы разгадать замыслы наших врагов. Арухи усмехается себе под нос и кивает. Похоже, ты не воспринимаешь этих ваших соперников всерьез. Так. Как же воспринимать их всерьез, когда они ведут себя точь-в-точь, как пара птиц ката? Также распускают перья и клюются. Арухи ухмыляется и качает головой. Что ж, не стану грести вокруг да около. Сестра хочет знать, может ли польза от тебя сравниться с вредом. Оценить это она доверила мне. Понимаешь, что вряд ли ты проделал такой путь, чтобы служить короне, но ходить под парусом удовольствие не из дешевых. Верная служба позволит всегда иметь полный трюм добра. Могу я поговорить с королевой? Я щит Анеказы. Пока что тебе придется говорить со мной. Считай, что у меня те же полномочия. У меня есть кое-какие вопросы. После того жалкого зрелища, что открылось тебе, у тебя есть полное право на любопытство. Что ж, спрашивай. Я до сих пор не до конца понимаю, о чем был этот спор. Торговые компании колотят себя в грудь и ревут друг на друга. Нажива и захват земель для них куда важнее, чем гостеприимство. Арухи закатывает глаза. Будь я Хазануи, я бы хорошенько подумал, прежде чем заявлять, что мой маяк разрушило такое богатое и безжалостное племя, как валианцы. Как работает кастовая система в Никитаке? Точно так же, как и во всем остальном архипелаге. Матару глядят на наши души, когда мы рождаемся, и распределяют нас для выживания племени. Арухи замолкает и нахмуривается своим мыслям. Я не первый, кто говорит такое, но в Никитаке больше стен, чем пляжей, больше дорог, чем площадей, и больше жителей, чем рыбы. Нигде в городе Рапару не сидят у того же очага, что и Матару. Никитака испытывает наши традиции, говорю тебе я. Ты не видишь в этом противоречия? А в чем не увидит противоречия житель островов? Арухи усмехается и качает головой. Наши предки построили этот город. Мы, как рак-отшельник, занявший пустую раковину. А подходит ли она нам, судить моей сестре и ее жрецам? Арухи пожимает плечами и глядит на высокий потолок, прищурив глаза. Вы с Анеказой представляете племя Каханга? Экера. Каханга – самое большое и процветающее из племен архипелага, так что у нас есть определенное право говорить за других. Мы с Анеказой как большие камни на литорале. Вода подходит к нашим шеям, но мы все же возвышаемся над поверхностью. Похоже, ты невысокого мнения о торговых компаниях. Моя сестра мастерски освоила язык дипломатии, а я, бестолковый, вслух говорю о том, что тревожит ее. Он смущенно чешет затылок. Но, Экера, я каждый день молюсь, чтобы Нгати наслала на чужестранцев самые высокие волны и самых длинных змей. Что ты думаешь о правлении своей сестры? О, мы во многом согласны с ней. И в том, что Уана должны процветать, и в том, что наш долг угождать богам. Арухи прокашливается и вертит головой, проверяя, что никто не подслушивает. Что же касается торговых компаний, Анеказа считает, что Ваидика испытывает нас, решая, кто должен владеть островами. А я вижу, как Нгати насылает на наш корабль кракенов из железа и золота, вооружив нас единственным гарпуном. У меня больше нет вопросов. Может быть, ты захочешь помочь нам, пока находишься в Никитаке? Принц глядит на вас, и в его глазах блестит любопытство. Мне пригодятся лишние монеты. Непокорный нуждается в ремонте и припасах. Экера, залатать корпус или зашить паруса обходится в круглую сумму, когда припасы приходится доставлять с далеких островов. В нашем городе, я говорю, для всякого найдется честная работа, но и кошелек нужен увесистый. Проницательность. До свидания. Желаю приятно провести время в Никитаке. Несмотря на явное разочарование, принц заставляет себя приветливо улыбнуться вам и кивнуть. Интересно. Ну ладно. Экера, но удалось ли тебе добыть какие-то секреты из глотки? О. Арухи приподнимает бровь и жестом велит вам продолжать. В Принчипе провозят грузы через крипту. Крипта. Темный гнилостный ярус Никитаки. Он поглаживает подбородок, глядя вдаль.
Мы с Инеказой – ум и сердце города, но его чрево, до него нам никак не достать. Что ж, по крайней мере, гнилой ряд никуда не денется. У короны есть время определить, что делать дальше. Заклинатели вод помогали пиратам проводить корабли. Я подозревал, но совсем не хотел, чтобы подозрения подтвердились. Арухи кривит лицо и отворачивается. Когда речь идет о достоинстве гильдии, я говорю, корона не может идти на компромиссы. А наказа проследить за тем, чтобы верхушка гильдии понесла наказание. Промолчать, либо же знание улиц. Наемник. Мы с Инеказой ожидали от гильдии большего. Она будет недовольна. Арухи качает головой и вздыхает. Вы получили 1500 меди. Ух ты. Экера. Но, по крайней мере, ты вернулся живым и здоровым. Ты не первый из тех, кого я отправлял в глотку, но до тебя никому не удавалось выбраться. Ага, то есть нам нужно было сюда прийти первыми. Ну ладно. Арухи находит в себе силы ухмыльнуться и хлопнуть вас по плечу. Всего опыта задания 6750. Не могу сказать, что хочу отправлять тебя кое-куда похуже, чем глотка, но... Арухи отступает на шаг и потирает затылок. Я слушаю. Название Укайза о чем-то тебе говорит? Лицо принца остается непроницаемым, но вас он изучает внимательно, не пуская ни одной детали. Это затерянный город, как утверждают местные легенды. Легенды? Нет. Это история, я говорю. Укайза был домом для Уана, пока катастрофа и разрушения не стерли его с карты архипелага Мертвого Огня. Так утверждают рассказы. Но рассказы или нет, я не делаю тайны из того, что мы ищем Укайза. Он глядит на вас, ожидая, пока до вас дойдет смысл сказанного. Укайза – мифический остров, который затерян где-то в архипелаге Мертвого Огня. Согласно некоторым легендам, Укайза – колыбель культуры Уана. Другие легенды рассказывают о несметных сокровищах. И хотя все мифы сходятся на том, что Укайза исчез, когда горизонт разорвали хищные смерчи и взрывы вулканов, но сколько правды в этих историях, а сколько древних романтических фантазий, покажет время. Серафен. Ага, как и все остальные голозадые искатели сокровищ отсюда и до Старой Валии. У них, похоже, в голове место в мозгов студень, вроде как у медузы. Надо сказать, я знавал песчаных крабов, которые и то по-эодирски лучше разговаривали. Арухи, нахмурившись, глядит на Серафена. Наши племена разбросаны по множеству островов, но именно Укайза объединяет нас. Укайза и те знания, что мы должны вернуть. И вот, одному местному картографу удалось найти зацепку. Он шел по хлебным крошкам, я говорю. Я отправил экспедицию на Матаре-Окози, один из заповедных островов. Они должны были раздобыть сведения о нашей потерянной родине. К сожалению, они до сих пор не вернулись. Заповедные острова? Это места, где собирались наши предки, если приходила беда. Надежное убежище в переменчивых морях. Можешь поблагодарить картографа Атепу. Если хочешь узнать больше, отыщи его в западном святилище. Принц жестом указывает на дверь. Почему ты думаешь, что на Матаре-Окози есть какие-то сведения об Укайзе? Заповедные острова были путеводными ориентирами и безопасным пристанищем для моряков на их долгом пути домой. Я надеюсь, что остров вспомнит о своем предназначении и укажет нам дорогу к дому, который мы потеряли. Как целый остров мог оставаться ненайденным так долго? Это вопрос для тех, кто готов годы потратить на пустые размышления. Арухи приглаживает волосы и вздыхает. Возможно, кто-то или что-то на острове не хочет, чтобы его нашли. Будь времена получше, я бы с радостью согласился. Как ты считаешь, столкнусь ли я с сопротивлением? Торговые компании вряд ли стали бы искать Матаре-Окози, но сейчас они словно грифы, кружащие над Падарью. Не сомневаюсь, что наши соперники стремятся к тому же, что и мы. А мы еще и отстаем в этой гонке. Арухи вздыхает. У меня больше нет вопросов. Экера, значит, ты готов отправляться? Я отправлюсь на Матаре-Окози и обыщу весь остров, не пропуская ни единого камня. Пока ты еще не отплыл. Арухи понижает голос и оглядывается по сторонам. Эдер, да, я так и думал, что добром этот разговор не кончится. Экспедиция. У меня есть причины считать, что она не вернется в Никитаку.
Я слушаю. Мы нашли это на пороге дворца. Это обрывок плаща главы экспедиции. Он достает из кармана окровавленный клочок рогожи. Одна тайна за другой, я говорю. Нахмурившись, он проводит по рогоже пальцем. Кто мог такое прислать? Если в своих странствиях ты это узнаешь, то я надеюсь, что расскажешь и мне. Для короны предупреждения стали слишком уж обычным делом, я говорю. Нахмурившись, он проводит по рогоже пальцем. Дай посмотреть, может быть, я смогу что-то узнать. Кивнув, он отдает вам клочок ткани. К ней пристал небольшой обрывок ауры, словно нить, вплетенная слишком плотно, чтобы достать ее. Деревья возвышаются у вас над головой. Волокнистые лианы щупальцами опутывают развалины на болоте. Собрав все свои силы, вы придете по воде, она доходит вам до бедер. Вы оглядываетесь через плечо, но не видите своих спутников. Вдали вы замечаете какое-то движение. Вы достаете оружие, и все, что вы сейчас чувствуете, невероятное одиночество. Видение пропадает, оставляя щемящее чувство и призрачное ощущение того, что все пошло не так, как должно было. Принц выжидательно глядит на вас. Природа на этом острове суровая, но больше ничего сказать не могу. Я так и думал. Все, как ты говоришь. Будь осторожнее, если высадишься на Матаре-о-Козе. Боюсь, этот остров больше нельзя назвать убежищем. Вздохнув, принц Арухи почтительно складывает кусок ткани. Приготовься к сложному путешествию на северо-восток от Никитаки. Матаре-о-Козе располагается среди островов Куаори-Куху, в самой гуще массива, похожего на грозовую тучу, словно застывшее во времени напоминание о падении Укайзу. Арухи прикусывает ноготь большого пальца и задумчиво отводит взгляд. Серафен. Капитан, напомни мне бросить якорь в ближайшем борделе, что попадется нам по пути. Хочу кое-что испробовать, прежде чем ты нас всех укокошишь. Серафен потирает шрам на переносице. Так, мы получили уровень. Мы получили задание «Новое пристанище». Давайте посмотрим. Последнее пристанище. Отправиться к руинам. Коммерческие тайны. Это то, что мы сделали. Принц Арухи получил сведения о том, что где-то в районе Длярапару, известном как Глотка, расположен черный рынок. Теперь хочет понять, откуда тут берет товары. И рассказал принцу о контрабанде, поступающей через крипту. Скоро гнилому ряду придет конец. Интересно. Реально исчезнет или нет? Так, свет вдали Вассонга отправится. Так, но подождите, мы с вами еще не выполнили задание, которое мы хотели сделать. Не заставляй меня гадать, я говорю. Тебе удалось найти Матаре-о-Козе? Арухи приподнимает бровь и жестом приглашает вас ответить. У меня были другие вопросы. Если у тебя есть вопросы, царственный брат выслушает тебя. Арухи улыбается и раскрывает ладонь. Мне вот почему-то его голос немножко напоминает Минское, я не знаю почему. Нам надо поговорить о нехватке еды в глотке. Нехватке? Разве Рапару не получают объедки Куару и Матару? Утренние звезды согласились поделиться урожаем с Никитакой, при условии, что большинство получит Рапару. Моя сестра назвала бы это испытанием, что не спаслали нам боги. Кормить Рапару – наш долг, и не в наших обычаях перекладывать свой долг на плечи чужеземцев. Арухи кивает и поглаживает подбородок. Но я считаю иначе. Ничто так не радует Нгати, как неожиданное решение, а именно это ты нам предлагаешь. Экера, да будет так. Он кивает, и на его лице появляется улыбка. Если ты хочешь что-то сказать еще, я слушаю. Так, сообщите Ною о сделке. Я хочу больше узнать об Укайзо. Моя сестра сказала бы, что Укайзо — это родовые пути для племен, и что нам суждено вернуться туда и открыть себя заново. Если хочешь узнать больше, спроси о Неказу. Она у нас семейный историк. Я семейный арсенал. Ну, ясно. Так, хорошо. Теперь нам нужно поговорить с Эноем. Эной — это в глотке персонаж. Замечательно. Так, а мы можем с королевой поговорить? Нет? Видимо, нет. Ее здесь просто нет. Ну ладно. Ну что ж, пойдем тогда Эною расскажем.
Так, это нам, получается, нужно идти на восток. Ты верно издалека. Да, я издалека, ребята. Дом Эноя. Старик морщится, пытаясь изобразить улыбку. Он наклоняет голову в вашу сторону, показывая, что знает о вашем присутствии. Утренние звезды поделятся едой, а королева выделит все возможное для глотки. Глаза старика поблескивают. Мне рассказали о миссионерах, раздающих еду в глотки, хотя я не мог поначалу поверить в такое. Я не мог даже надеяться на подобное, чтобы королева стала так щедра к нам. Даже сейчас мне кажется, что я сплю. Я никогда не смогу в должной мере отблагодарить тебя, хранитель, к которому прислушиваются и боги, и прочие разумные существа. Рапару вечно будут помнить о твоей доброте. Если тебе потребуется укрытие в Никитаке, знай, что Рапару всегда тебя примут. Береги себя, старик. Пускай ветер Амиры всегда будет для тебя попутным, мальчик. Мы не забудем того, что ты для нас сделал. Всего опыта за задание 5400. И мы все получили новый уровень. Так, ну я тут немножко проклацал по поводу гнилого ряда. Это так, просто чтобы не было реплики, не разговора. Ну, не исследований. Так. У нас появилось точнее 3 задания, даже 4. Короче, ребят, не люблю я, когда заданий много. Вот. Но сейчас будем, наверное, сначала в Асонга идти по основной сюжетке. Я так думаю. Сейчас, конечно, посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас есть сейчас. Значит, свет вдали на 1 уровень выше. Последнее пристанище тоже на 1 уровень выше. Выкурить добычу. Кстати, на уровне, но за принципе нужно играть. Но, в принципе, не важно. Можно. За республики. Встретиться с директором в конторе Валианской торговой компании. Штаб-квартира в Никитаке на причале Королевы. Ну вот, наверное, мы туда сейчас и пойдем. Вперед неизвестность понятно. Взгляд туда мы сделали. Латунная империя. Неизвестно, где это латунная цитадель. Подождите, известно, где латунная цитадель. Ну, давайте тогда сейчас сходим на причал Королевы. Поговорим с представителем Валианской торговой компании. И, кстати, по-моему, на причале Королевы мы не заходили в дома людей. Как сделали это уже в последующих локациях. Или там их не было просто.
Я слышал у вас, Изельмир, разговоры требуют, чтобы ты перестал ее подстрекать. Прости, Алот, мы будем вести себя сдержанно. Думаешь, меня заботят твои детские шуточки? Мне не нравится, что она загибает страницы в гримуаре, а ты все время ее зовешь. Просто хотелось разрядить обстановку, думаю. Эх, помнил бы я еще, что за Изельмир, но я понимаю, что это вторая личность, которая у Лота там, но тем не менее. Так, мельница Сияющей Адры. Магазин карт Сансы. Поместье Валерии, поместье Бардато. Портовая оружейная лавка, темный переулок, модные товары, знаменитые рыбоосы, штаб Балианской торговой компании. И, кстати, здесь мы можем снова с Паледжиной, наверное, переговорить. С Акемой мы говорили, я вот не помню. Вернулись? Чем могу служить? До свидания. Паледжина стояла где-то здесь. Это не она. А может, не здесь она стояла? По-моему, где-то здесь все-таки. Ладно, давайте. Русская одежда. Вы ныряете в канал и опускаетесь на колени перед железной решеткой. Смрад сточных вод, доносящийся с той стороны, настолько мощный, что у вас на глазах выступают слезы. Железные прутья крепко сидят в кирпичах, закрывая проход. Посмотрите решетку. Прутья выглядят прочными, но похоже, что вода и ветер не пощадили кирпичи, в которых они закреплены. Поискать слабость в конструкции. Железо выглядит достаточно прочным, но там, где прутья уходят в кирпич, вы замечаете характерные признаки коррозии металла. Ладно, пока мы туда лезть не будем. Ой. Так, давайте-ка мы не будем сейчас пытаться открыть. А почему она закрыта? Давайте со стражником поговорим. Если вы пришли по делу, касающемуся Валианской торговой компании, придется ждать утра. Мы закрыты. Нечего торчать здесь в неурочное время. Уходите. Ну ладно. Ничего страшного, до утра подождем. Может, теперь мы с Паледжиной встретимся? Паледжина, пожалуйста. Адо, хранитель. Канта Ничезе посылает за мной. Кажется, благодаря тебе я снова нужна республикам. Очень сложно разобрать выражение ее лица. Уголки рта подняты в улыбке, но в глазах тревога. А тебе я нужна? Ты всегда будешь нужна мне, Паледжина. Хорошо. Она резко кивает и делает шаг вперед. Ну, вообще отлично. То есть Паледжина таки к нам пришла. Эх, ну вот, знаете, наверное, все-таки Паледжина как паладина... Хотя ладно, пускай будет. Мы же с вами не играем за мультиклассы. И вообще она типа была паладином. Так, валианский простолюдин. Приказчик. Управляющий Альвари строга, но справедлива. Работник ВТК. ВТК это, наверное, Валианская торговая компания. Так, Лука. А с кем нам нужно поговорить? С республики. С кем-то из начальства. Служащий ходит взад вперед по кабинету. Вас он едва удостаивает короткого взгляда. Мужчина трет глаза и шумно дышит носом. Мерла, если тебе не назначено, то ты понапрасну тратишь мое время. Осмотреть служащего. Рубашка Луки испещрена множеством потускневших лиловых пятен. Вы понимаете, что это капли вина, которые кто-то старательно, но безуспешно пытался отстирать.
Заметив ваш внимательный взгляд, Лука запахивает камзол. Прислуга в таверне неумелая, неуклюжая, как обезьяны. Он прокашливается и трет себе шею. Что это за место? Ты сюда просто так с улицы зашел? Понимаю. Лука ухмыляется и изучает вас снисходительным взглядом. Это сердце валианской торговой компании. И ты бы это знал, будь у тебя причина здесь находиться. Из своего кабинета губернатор Альвари исполняет волю Сангретта Меа Компресса. Конгресс компании, богатейшие эльфийские инвесторы, сообща управляющие валианской торговой компанией. Мы, чиновники, пальцы на ее длинных руках. Он прижимает ладонь к сердцу и кланяется. До свидания. Ладно, значит пойдем поговорим прямо с руководством. Где-то здесь телохранитель губернатора. Экози, у вас тут дела? Стражник жестом приказывает вам остановиться и плавно вас осматривает. Я хочу поговорить с управляющей Альвари. Вам повезло. Управляющая сейчас не занята. Проходите. Лауэра Альвари. Управляющая Альвари стоит у своего рабочего стола, глубоко погруженная в какие-то раздумья, но, заметив ваше приближение, тут же поднимает голову. Сосредоточенное выражение на ее лице мгновенно сменяется неожиданно солнечной улыбкой. И мы получили сразу опыт за задание. Хранитель. Из дворца, верно? Вы произвели большое впечатление на Канта Ничезе. Он только о вас и говорит. Добро пожаловать. Будьте как дома. Я Луэва Альвари, управляющая валианской торговой компанией в Никитаке. Что привело вас сюда? Я прибыл из Порт-Маже. Губернатор Кларио сказал, что у валианской торговой компании может найтись для меня работу. Какая щедрость! Честно говоря, не ожидала, что он откажется от такой возможности. Как видно, работа в Порт-Маже идет куда лучше, чем нам сообщают. Вы разбираетесь в торговле сияющей адрой? Откуда такой интерес к адре? За нее дают тот же вес золотом. Наши инвесторы приказали освоить все доступные жилы. Альвари заканчивает свой прямой ответ улыбкой. Нас интересует каждое доступное скопление адры. Картографы, землемеры, у нас постоянно работает не меньше десятка экспедиций. Несколько недель назад нам сообщили, что на одном из отдаленных островов есть скопление сияющей адры. Остров называется Поко-Кохара. На наших картах его нет. Однако говорят, что Поко-Кохара находится где-то поблизости от Тикавары. Мы уже успели связаться с местными жителями. Мы отправили на Тикавару экспедицию, которой было поручено отыскать залежи адры и оценить их объем. Наши люди так и не вернулись, и новостей о прогрессе тоже не поступало. Альвари беспомощно разводит руками. Эта задержка дорого нам обходится. Работа должна быть завершена. Хранитель способен определить, есть ли в адре аура и стоит ли нашего времени и вложений возможная выгода. Мы готовы заплатить за эту информацию. Что известно о Поко-Кохаре? К сожалению, совсем немного. У местных есть какие-то связанные с этим островом суеверия, но они почему-то не спешат о них распространяться. Следует ли мне искать ваших людей? Было бы замечательно. Но если случилось страшное, я бы хотела, чтобы вы завершили осмотр скопления адры. Компании нужна информация. Ну ладно. Джеларде, я отмечу Тикавару на вашей карте. Пока что у нас не было конфликтов с местными жителями, но я все же рекомендую вам действовать осторожно. Возьмите, думаю, это вам пригодится. Это грамота посланника валианской торговой компании. Просто покажите ее любому, кто вам не поверит. Альвари вкладывает вам в руку документ. Мандат валианской торговой компании. Да будет известно, что предъявитель всего документа действует от имени и по поручению валианской торговой компании, представляя и распространяя ее интересы на архипелаге Мертвого Огня. Внизу стоит подпись директора Луэвы Альвари и официальная печать. А сейчас, полагаю, мы закончили. Возвращайтесь, когда узнаете, что случилось с нашими людьми, и исследуйте адру. Да, берегитесь открытого моря. В этих водах водятся не только пираты, но и кое-что пострашнее. Ну, спасибо. Так. Ну, еще одно задание получили. Условия торговли. Так.
Получается, это типа отдельное задание, а это главное задание, наверное. Я так понимаю. А какие плюсы нам дает Фарианская торговая компания, интересно? Ну, то есть дается ли нам что-то за это? А еще мы можем побороть их. Кстати, заметьте, Серафен сам это делает. Это не я, это он. Так, ну, ребята, сегодня нас заданиями прям завалили. Тут даже не знаешь, за что хвататься. Вот я думаю, что мы будем разбираться и думать уже в следующей серии об этом. Вот, потому что время уже, к сожалению, подходит к концу. Поэтому на сегодня, ребят, это все. С вами был Реторн. Повторюсь, ребят, пожалуйста, делитесь роликом со своими друзьями, знакомыми, возможно, сочувствующими геймерами. Также оставляйте комментарии обязательно в отзывах. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До следующей встречи, ребят.